Привет всем! Прошло уже почти 18 дней с тех пор, как Тэхён и Чингук были вместе в ресторане Сакаэр-бар, и все же об этом до сих пор говорят. Это показывает, насколько велик общественный интерес к тому, что произошло между ними и как они общались. Изначально, когда их визит стал предметом обсуждения, некоторые обвиняли эту историю в выдумке, но в итоге сам ресторан подтвердил, что Тэхён и Чингук действительно там были. На самом деле, мы узнали об этом за 2 дня до того, как ресторан опубликовал что-либо в своих социальных сетях. Теперь те же самые люди говорят, что мы, вероятно, заплатили ресторану за упоминание Тэхёна и Чингука, как и в предыдущем обвинении в том, что мы заплатили ДН. Правда очень проста, мы не платили ни ресторану, ни ДН, обе ситуации абсолютно реальны. Из этого мы ясно видим, как много людей всегда ищут даже малейший повод, чтобы создавать необоснованные слухи и критиковать особые отношения Чингука и Тэхёна. Каждый раз, когда они делают что-то вместе, люди делают поспешные выводы, не зная, что происходит на самом деле. Честно говоря, у Тэхёна и Чингука всегда были особые отношения, они не скрывали их полностью, но и не демонстрировали всем открыто. Как бы они ни пытались это отрицать, ничто не могло изменить настоящие моменты, которые они разделяли вместе. Правда обладает своей силой, и в конце концов она всегда находит выход. Когда некоторые утверждают, что Тэхён и Чингук злятся друг на друга, или что это все ложь, они просто показывают, что не понимают, что на самом деле происходит между ними. Правду не нужно повторять, она просто доказывается фактами. Между тем, многие до сих пор не могут забыть их недавнее свидание и продолжают искать любой предлог, чтобы представить отношения Чингука и Тэхёна иначе, чем они есть на самом деле. Тем не менее, Тэхён и Чингук продолжают давать очень четкие намеки на то, что их отношения продолжаются, они по-прежнему встречаются и проводят личные встречи, которые постепенно, но неуклонно будут раскрывать все больше подробностей с течением времени. Самое важное, что нужно понимать, это то, что они не пытаются привлечь к себе внимание или заставить всех говорить об этом, они просто наслаждаются драгоценными моментами вместе, как и на протяжении многих лет. То, что происходит между ними, реально и искренне, независимо от того, что могут сказать люди, не понимающие их отношений. Они будут продолжать делиться этими личными моментами, потому что именно это делает их наиболее комфортными, это показывает их отношения естественным и особенным образом, так как это понимают только они сами. Тэхён и Чингук демонстрируют очень особенные отношения, их часто видят вместе, и они естественно проявляют свою привязанность. Один из таких примеров произошел во время прямой трансляции Чингука для своих поклонников. Внезапно послышался голос Тэхёна, шепчущего «Таня», ласковое обращение, которое они используют друг к другу. Услышав этот голос, Чингук тут же обернулся, его выражение лица полностью изменилось, улыбка стала шире, а глаза заблестели. Было очевидно, что Чингук просто хотел быть рядом с Тэхёном, именно поэтому он сказал, что прямая трансляция продлится всего 10 минут, как будто хотел быстро закончить видео, чтобы поскорее уйти вместе с ним. Еще один особенный момент произошел в отеле во время их тура, в видео они показали то, чего мало кто ожидал. Они не только делят один номер, но и спят в одной кровати, на подушке нарисована буква V, указывающая на сторону кровати Тэхёна. В ту ночь они, кажется, устроили дружеское соревнование, кто сможет рассказать больше подробностей о своей совместной жизни. Тэхён делает вид, что выходит из комнаты, на самом деле он остается близко к камере. В какой-то момент Тэхён шепчет «Саранхэ», что означает «я люблю тебя», и Чингук не может скрыть улыбку. Эта спонтанная реакция ясно показывает, насколько они близки и как много счастья испытывают. В том же видео много милых и естественных моментов. На заднем плане Чингук поет, а Тэхён рассказывает о кашляющей стиральной машине и шумном холодильнике, как будто они находятся у себя дома. В по-настоящему трогательном моменте Чингук засыпает рядом с Тэхёном ночью, демонстрируя, насколько комфортно он чувствует себя рядом с ним и насколько они доверяют друг другу. Эти моменты показывают, что, несмотря на жизнь под пристальным вниманием публики, они по-прежнему ценят близость и, естественно, делятся значимыми, интимными моментами. Нам не хватает совместных видео Тэхёна и Чингука, и мы знаем, что многие другие чувствуют то же самое.
Однако нам нужно терпеливо ждать их возвращения с новым контентом. Скоро они отправятся в мировое турне, это напряженный период, требующий тщательной подготовки, чтобы каждое выступление было выдающимся. Это турне также означает, что мы снова увидим их на сцене, и, как всегда, они обязательно удивят нас потрясающими выступлениями. Пока мы ждем, мы можем вспомнить незабываемые моменты Текука, сцены, которые показывают, насколько особенны их отношения. Эта близость очевидна в каждом жесте, каждом взгляде и каждом моменте, которым они решают поделиться. Несомненно, их будущие публичные выступления вернут новые воспоминания, которые мы будем продолжать бережно хранить как часть этой уникальной связи. За эти годы Текук доказал, что они – две родственные души, которые поддерживают друг друга без необходимости в показном признании или чрезмерном внимании. Когда один сталкивается с трудностями, другой всегда рядом, предлагая поддержку тихо и искренне. Эта близость не выставляется на показ, она существует естественно, как убежище, которое всегда доступно. В их заботе друг о друге есть что-то очень настоящее, в маленьких поступках, рожденных привычкой быть рядом друг с другом. Простые вещи, смеяться над одним и тем же, помогать друг другу во время репетиций, становятся свидетельством особых и особенных отношений. Им не нужно никому ничего доказывать, их связь очевидна в деталях повседневной жизни. Несмотря на разделяющую их работу, они всегда находят способ оставаться на связи, демонстрируя, что их отношения зависят не только от физического присутствия, но и от желания быть рядом. Именно эта молчаливая поддержка через небольшие, но значимые жесты заслужила столько восхищения. Это не поверхностные отношения, это настоящие отношения, которые растут, адаптируются и находят свое место. Будущее Текука откроет новую главу в истории, которая так многих очаровала. Каждая встреча вызывает предвкушение, потому что каждый раз, когда они вместе, эта особая химия всплывает на поверхность. Их отношения продемонстрировали свою стойкость, свою способность меняться и развиваться, не теряя своей сути. А пока мы можем продолжать бережно хранить воспоминания, которые говорят громче слов, глубину привязанности, терпение, преданность и взаимную поддержку, которые они создали за эти годы. Близость Тэхёна и Чингука всегда ощущается по-разному, не потому, что они пытаются это показать, а потому, что присутствие друг друга настолько естественно. Каждый раз, когда они находятся в одном месте, энергия между ними меняется, появляется спокойствие, комфорт и чувство безопасности, которое трудно описать словами. Такие отношения не строятся за одну ночь, они растут медленно, через общие переживания, смех, усталость и безусловную поддержку. Многие видят лишь фрагменты их взаимодействия, но за ними скрывается доверие, выдержавшее испытание временем. Доверие к тому, чтобы оставаться верным себе, доверие к тому, чтобы не объяснять все миру. В индустрии, полное давление и требований к имиджу, возможность иметь рядом человека, который действительно понимает, бесценна. Тэхён и Чингук, кажется, хорошо это понимают, они никуда не спешат и не торопятся ничего доказывать. Они позволяют отношениям развиваться в своем собственном темпе, развиваясь в соответствии со своими потребностями, а не с ожиданиями других. Именно это делает их связь такой крепкой, она не ослабевает от слухов и не поколебана мимолетными мнениями. Во многих случаях маленькие жесты говорят громче громких заявлений, мимолетный взгляд, едва заметная улыбка или комфортное молчание. Все это демонстрирует, что они понимают друг друга, даже не говоря ни слова. Такую близость нельзя создать искусственно, она рождается из привычки быть здесь и сейчас. Несмотря на разлуку из-за плотного графика, их отношения не ослабевают, а, кажется, даже укрепляются. Неудивительно, что многие чувствуют теплоту, когда видят их вместе, ведь излучается не просто единение, а взаимное доверие. Они не выглядят неловко, наоборот, кажется, что они два человека, привыкшие жить вместе. Все это подкрепляет веру в то, что их отношения не временны. В постоянно меняющемся мире Тэхён и Чингук, кажется, нашли место, где можно остановиться, место, где они могут быть сами собой без давления. Эти отношения служат своего рода якорем, поддерживая их равновесие среди требований популярности и ожиданий публики. Присутствие друг друга обеспечивает стабильность, которую ничто не может заменить.
Со временем их история будет продолжать развиваться с новыми главами, которые не всегда будут видны публике. Но именно в этом и заключается ее прелесть. Не все нужно рассказывать, не каждый момент должен быть засвидетельствован многими. Есть ценность в том, чтобы сохранять что-то в тайне, особенно когда это так много значит. Поклонники могут продолжать интерпретировать, ждать и надеяться, но в конечном итоге самое важное – это их собственное счастье. Тэхён и Чингук показали, что здоровые отношения не всегда сопровождаются шумом, они могут быть спокойными, последовательными и полными взаимного уважения. Именно это заставляет многих людей сопереживать их истории.